Похоже, у меня скоро появится традиция делать ролик к каждому новому фильму в вселенной Джеймса Ганна по DC. И если в прошлом году это был ролик про Супермена и комикс Superman for All Seasons, там я просто его подтянул, так сказать, за уши, потому что сам комикс с фильмом не имеет никакого отношения. Просто я к выходу фильма решил рассказать о своем любимом комиксе про Супермена. Здесь ситуация сегодня немного другая, потому что фильм, который вышел уже на самом деле давно, я немножечко затянул с выходом этого ролика, по сути является или изначально должен был являться, я еще не посмотрел фильм, экранизацией прям конкретно этого комикса. И сценаристом фильма даже должен был выступить сам Том Кинг, но как-то все со временем поменялось, и фильм даже потерял свой подзаголовок Woman of Tomorrow, который остался, собственно, в комиксе Supergirl Woman of Tomorrow, и как раз о нем сегодня-то мы и поговорим. И я расскажу, почему мне так нравится этот комикс и почему он был номинирован на Айзнер как лучшая лимитированная серия. Правда, награду так и не получил. Лимитка насчитывает 8 выпусков, написанных, как уже сказал, Томом Кингом и проиллюстрированных Билкисом Эвели. Читал я этот комикс в электронном виде и уже тогда понял, что обязательно дождусь делюкс издания, чтобы книга красиво стояла у меня на полке, но получив ее, я понял, что как будто можно было бы дождаться и абсолютное издание в слипкейсе, чтобы прям, вообще песня была бы. И раз уж речь зашла про издание, то к книге вопросов у меня нет. Что-что, а делюксы DC всегда были отличного качества и даже не поленились сделать новый арт на суперобложку, хотя, конечно, толщина бумаги оставляет желать лучше. Ну а где сейчас по-другому, скажете вы, я с вами соглашусь. Главной героиней здесь, можно сказать, выступает некая девочка Рут, желающая отомстить за смерть своего отца. Она берет семейный меч и отправляется в путешествие, чтобы найти того, кто помог бы ей с местью. Однако вместо помощи ее избивают и грабят. Но в этот момент за соседним столиком сидела пьяная Супергерл и выручает девчонку. Но так как планета, на которой они находятся, расположена под красным солнцем, то Супергерл находится не в лучшей своей форме. И столкнувшись с человеком, убившим отца Рут, она, Супергерл, и всеми любимый Крипто получают серьезное ранение. Тогда и начинается приключение Супергерл и одной маленькой девочки из деревни. Они начинают путешествие по планетам, и с этого момента начинается эдакий роуд-муви, где два потерянных персонажа, конечно же, не признающих это и не желающих помогать друг другу, постепенно сближаются и становятся чуть ли не семьей. На самом деле, часто используемый и всегда работающий жанр. Можно вспомнить The Last of Us, Леон или на крайняк, как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов. Тут, как говорится, кому что больше нравится. Для Рут это становится историей взросления и постоянного анализа своего взрослого спутника в лице Супергерл, которая поначалу не кажется лучшим примером для подражания. Причем история не работает по совсем мейнстримным шаблонам, потому что сам комикс довольно лиричный и постоянно погружает читателя в очень длинные монологи героини, в ее мысли. И если вы читали другие такие авторские комиксы Тома Кинга, то для вас в этом не будет ничего нового. Это его стандартный метод повествования, и среди большого количества крутых сценаристов он в этом плане будет одним из лучших. По крайней мере, я так считаю.
Его можно ругать за то, что он боится рисковать, байтит читателя неожиданными вещами, а затем либо сводит все к нулю, либо делает обычный, довольно скучный финал. И на самом деле, говоря про сюжет в целом, Supergirl тоже не то чтобы выделяется чем-то особенным. Это классическая история мести с вполне ожидаемым финалом, потому что, как мы знаем, все истории мести заканчиваются зачастую одинаково и имеют в себе один определенный моральный посыл. Но каждый выпуск в какой-то степени является самостоятельным, где героини попадают на другую планету и сталкиваются с новой проблемой. И что интересно, Supergirl всегда предстает в разной степени своей силы. Так как я читал комикс уже давно и перед видео не стал его перечитывать, то точных деталей не припомню, но постоянные обстоятельства и отношения к героям менялись именно из-за Supergirl. Вместе с этим каждый выпуск затрагивает разные темы, будь то честь, справедливость, жестокость и многое другое. И героиня наблюдает за Supergirl и постоянно размышляет о тех или иных вещах. Она, по сути, анализирует Supergirl, то, как она относится к простым людям, то, как она относится к их проблемам и начинает что-то перенимать на себя. И бывает у Кинга это получается скучновато, но в общем интерес к чтению не пропадает до самого конца. Если же все это обобщить, то комикс классно показывает, что представляет из себя Supergirl без ее способностей, какой она человек. Как раз это мне и понравилось в комиксе Superman for All Seasons, потому что там Супермен изображался не как герой, а как простой человек со своими проблемами, со своими личными отношениями с людьми, и как отношение к нему в том числе меняется, будь он обычным Кларком Кентом или будь он Суперменом. Имеет персонаж силы или нет, он всегда остается цельной личностью, способной подстраиваться под ситуации. Это мне и понравилось в Supergirl, то, как Кинг показывает персонажа. Причем до этого комикса про Supergirl я не читал ни одного комикса. Даже не то, что ни одного комикса, собственно, как уже сказал, я и фильм не смотрел. И сериал, который выходил от Сидаба, тоже прошел мимо меня. И как персонаж Supergirl меня никогда не привлекала. Мне Супермен казался не самым увлекательным и интересным персонажем, о чем я также говорил в прошлом ролике по Супермену. Supergirl казалась для меня тем же самым персонажем, но Том Кинг смог перевернуть мои взгляды на этого персонажа, и не скажу, что я после этого побежал читать все комиксы по Supergirl, но просто этот персонаж сам по себе стал мне чуточку да интереснее. И плюс интересно, как Том Кинг подошел к этому персонажу от лица другого персонажа и смог классно выстроить между ними химию, что на самом деле не так легко сделать с нуля. И в целом продолжать это развивать на протяжении 8 выпусков. Но вновь повторюсь, Том Кинг в этом плане огромный молодец, и лимитки у него получаются очень круто, поэтому такие истории в его исполнении всегда хочется читать все больше, больше и больше. Но в последнее время Том Кинг стал уделять больше внимания ангоингам, которые я оставлю на разбор людям, которые знают в этом больше меня. А Supergirl очень классный и круто написанный комикс, который, я бы с удовольствием прям ставил везде в пример как один из самых классно написанных комиксов, при том, что тут нету каких-то супер сюжетных крутых поворотов. Это просто очень приятная, интересная и классно написанная история. И пока я разглагольствовал о сюжете, думаю, вы уже насмотрелись на рисунок и тоже заметили, насколько же он яркий и крутой. Здесь довольно стандартная раскадровка, хотя лично я такое больше люблю, потому что зачастую эксперименты с раскадровками бывают реально крутыми, но либо ты все равно на это не обращаешь внимания, либо получается банально не очень. И без преувеличения, для меня это один из самых красивых комиксов, вышедших у нас за последние годы. У DC так точно. А самое главное, такой стиль очень точно подходит для Supergirl. Такая сказочная история о путешествиях героини по разным мирам, где классно раскрывается мотив надежды, когда вокруг сплошные поражения и тьма. В общем, если вы любитель Тома Кинга, а я знаю, у нас таких много, особенно после комиксов Vision и Мистер Миракл, который, кстати, на самом деле мне не очень сильно нравится, но я знаю, у нас очень много фанатов этих двух комиксов, то тут схема та же самая. Известный персонаж, показанный не с самой очевидной стороны, в какой-то степени, можно сказать, в бытовых условиях, но в космических бытовых условиях. Когда DC вернется к нам, это будет один из первых комиксов, который точно будет напечатан
В этом у меня сомнений никаких нету, потому что это действительно классная история, которая, может быть, вас задушит, покажется вам скучной, неинтересной. Я видел мнения людей об этом комиксе и такие. Еще когда он только выходил, и он получил номинацию на Айзнер, и многие писали, а что такого в этой истории? Простая болтовня, сюжет максимально простой, и ничего такого интересного здесь нет. То же самое лично я считаю про того же Вижена, который мне не сильно нравится, хотя все фанатеют с Вижена и чуть ли не боготворят его, что это один из лучших комиксов, вообще выходивших в наше время. Я также считаю про Супергерл. Супер приятная, комфортная история с приятными персонажами и банально интересным развитием истории. Очень круто написанная, а Кинг обладает очень крутым слогом, причем не сказать, что он использует какие-то там выразительные, супер невероятные обороты, а просто круто написанная и действительно впечатляющая история, поэтому на русском купить вы, к сожалению, нигде не сможете эту книгу, но вы можете ознакомиться в сканах с ним в интернете, либо так же, как и я, заказать себе такое делюкс издание в твердом переплете и поставить себе эту замечательную историю на полочку.